Сегодня мы рассмотрим бой тестовой колодой с двумя ангелами, двумя жнецами, двумя картами защиты и двумя порывами ветра. Против достаточно сбалансированной колоды с мощными картами, плюс карты усиления и ускорения постройки. Важное замечание. Эта игра была записана еще до последнего апгрейда, когда магическое лечение ангела было выше, здоровье шута больше, темного ангела меньше, а жнец имел более сильную атаку. Сначала просто посмотрим бой. Обратите внимание на эффективность использования двух ангелов вместе со статуей. Not again! Come on! А теперь разберем бой подробно. Ставлю статую к вражескому замку. Ошибка. Вместо жнеца надо было использовать ангела, а уже потом жнеца и защиту. Из-за этой ошибки я едва не потерял статую. С центра ряда пускаю жнеца и сразу же использую защиту. Грамотный ход противника. Выставить мага, который с помощью мультиатаки может поразить жнеца даже за статуей. Еще один отличный ход. Не используя противник гигантский рост, у мага бы не было шанса провести вторую атаку. Первую атаку мага отразила защита. В итоге маг успел провести еще 4 атаки по статуе, едва не добив ее. Пожалуй, единственная ошибка противника в игре. Поставить знаменосца в защиту, вместо того, чтобы, используя его скорость, пустить по одному из свободных рядов. Впрочем, у противника был реальный шанс добить мою статую. Но, к несчастью для него, в момент появления знаменосца мага добивает подоспевший ангел, а в одиночку знаменосец не в состоянии ни причинить никакого вреда статуе, ни прикрыть собой замок от атаки Феникса. Впрочем, знаменосец принимает на себя часть ударов ангелов, которые в противном случае достались бы замку. Противник пускает в ход палача, но и он не в состоянии уничтожить статую, которую лечат два ангела. Хотя задумано было неплохо. Имеющий отменное здоровье палач принимает на себя все удары, а ангел лечит его. Но мультиатака Феникса быстро выводит ангела из игры. Устанавливаю катапульту. Даже появившийся темный ангел не в состоянии изменить ситуацию. Палач скорее мертв, чем жив. Но тут противник использует заморозку. Отличная тактика, резко меняющая ход игры. Палачу и темному ангелу достаточно пары ударов, чтобы снести статую и двинуться на мои застывшие карты. Одновременно я выпускаю по первому ряду скелетов. Но это скорее отвлекающий маневр, чем реальная угроза.
Я использую ярость, а противник — ветер, чтобы отбросить мои карты назад и помешать мне обстреливать замок. И тут же залпом стрел противник уничтожает моих скелетов. Ставлю шута с центра ряда. Противник ставит у замка королеву лучников. Кажется, что это ошибка. Шут выставлен слишком далеко вперед и не поддержан другими картами. Но именно благодаря такому выдвинутому вперед положению Шут успевает провести пару атак, пока еще действует ярость, добив палача и отбросив темного ангела почти до самого замка, что дает Фениксу возможность приблизиться и атаковать замок и королеву лучников. Одновременно по первому ряду я пускаю второго Феникса с ангелом. Я специально использую другой ряд, чтобы в случае неудачи не потерять все карты разом, отвлечь внимание противника и как можно быстрее приблизиться к его замку. В то время как темный ангел пытается добраться до моих карт, королева лучников уничтожает одну мою карту за другой, последовательно вынеся шута, феникса и жнеца. Темный ангел гибнет в одном шаге от цели, но противник уже поставил на его место палача, который в 2 удара снес и защиту, и ангелов, и двинулся на мою ничем не прикрытую катапульту. Одновременно противник ветром отбрасывает мои карты в первом ряду от своего замка. Все, что я могу сделать, это использовать карту защиты и ждать. Все равно никаких карт, кроме ветра, у меня нет. Но его я применять не хочу, чтобы не мешать катапульте стрелять по замку. Несмотря на то, что мой замок еще цел, а замок противника почти уничтожен, ситуация близка к критической. Если противник уничтожит мою катапульту раньше, чем она уничтожит замок, бой фактически начнется заново. Только теперь инициатива и преимущество в атаке за счет более мощной колоды будет уже на стороне противника. Вот тогда мне и пригодится ветер, чтобы задержать атаку противника до появления новых карт. Но бой кончается раньше. По итогам боя можно усилить колоду, совершенно спокойно выкинув из нее одного жнеца, один ветер и, возможно, скелетов. Вместо них можно использовать, например, королеву лучников, что усилит атаку ангелов, катапульты и феникса, мага для усиления дистанционной мультиатаки, голема, как подвижный аналог статуи, или метаморфа для быстрого клонирования карт, в том числе карт противника.